66 миллионов лет назад Земля была настоящим потерянным раем. Это был мир, достигший вершины своего развития. Жестокий, прекрасный и идеально сбалансированный. Густые влажные леса покрывали континенты, воздух был густым и теплым, а теплые мелководные моря кишели жизнью. Это был последний день Эдема. По широкой долине двигалось могучее стадо трицератопсов, живых крепостей, увенчанных 3 острыми рогами и массивным костяным щитом. Каждый из них был воплощением первобытной силы и уверенности. Они срывали ветви гигантских папоротников, издавая низкое утробное мучание. Высоко в небе парил гигантский Кецалькоатль, птерозавр с размахом крыльев, как у небольшого самолета. Он медленно скользил на восходящих потоках тепла, наблюдая за долиной с высоты 1000 футов. Его крик звучал как гимн власти над небом. В темных глубинах океана охотился мозазавр, огромная морская ящерица длиной с городской автобус. Он был настоящей машиной убийства. В его челюстях исчезала доисторическая акула. Это была не охота, а казнь. На суше правил тираннозавр, 12-метровый король. Из тени гигантских секвой он вышел медленно и тяжело. Его присутствие меняло все вокруг. Даже более мелкие хищники в страхе разбегались, оставляя добычу. На вершине холма тираннозавр остановился и издал рев. Это был не просто звук, это была физическая сила, от которой вибрировала земля. Птицы в панике срывались с деревьев, а звук катился по всей долине. В этот момент вся планета принадлежала ему. Он был вершиной эволюции, выкованной миллионами лет жестокой борьбы. Он был арбитром жизни и смерти. Но он не знал, что его царство уже приговорено. Над этим небом было другое небо, черное и холодное. В нем беззвучно двигался посланник, несущий не послание, а приговор. Осколок скалы размером с гору летел сквозь абсолютный холод космоса, подчиняясь неумолимому закону гравитации. Стадо трицератопсов мирно паслось в долине. Золотой свет вечера освещал их массивные тела. Ветер слегка колыхал гигантские папоротники. В этот момент мир казался вечным и незыблемым. Тираннозавр стоял на краю утеса и смотрел на бескрайние леса и реки. Ветер развевал его кожу. В этот момент он был абсолютным владыкой мира. Но он не знал, что из космоса уже летел новый закон, написанный огнем и ударом. Астероид уже был близко. Он стремительно падал сквозь атмосферу, оставляя за собой длинный огненный след. С каждым мгновением он становился все ярче и больше. Животные на Земле еще не видели его, но уже чувствовали, что что-то идет не так. Воздух начал странно вибрировать. Ветер внезапно изменился. Он стал резким и горячим, хотя еще минуту назад был теплым и спокойным. Листья гигантских папоротников задрожали в абсолютном безветрии. На поверхности озер появилась мелкая противоестественная рябь, словно сама вода пыталась убежать от того, что надвигалось с небес. Стадо трицератопсов внезапно остановилось. Живые крепости, которые не знали страха перед хищниками, вдруг ощутили себя беззащитными. Они сбились в плотный круг, ощетинившись рогами, и беспокойно замотали головами, пытаясь понять, откуда идет угроза. Высоко в небе Кецалькоатль почувствовал, как его царство предало его. Восходящие потоки тепла исчезли. Сильные порывы ветра начали бить его крылья. Он издал крик, в котором уже не было прежней власти, а только растерянность и страх. Небо над миром начало меняться. Лазурь выцвела и приобрела странный зеленовато-желтый оттенок, будто на теле планеты проступал гигантский синяк. В центре этого изменившегося неба появилась искра, которая не мерцала и не падала, а росла с ужасающей скоростью. Астероид вошел в плотные слои атмосферы. Его поверхность мгновенно раскалилась до температуры в 1000 градусов. Он превратился в огромный огненный шар, который летел к Земле, оставляя за собой шлейф пламени и раскаленного камня. В небе зажглось второе солнце. Это второе солнце было слепым и безжалостным. Оно не грело, оно выжигало. Его мертвенно-белый свет смешался с золотым светом настоящего солнца, и мир раскололся надвое. Каждое дерево, каждый камень и каждый динозавр теперь отбрасывали две тени.
Тираннозавр все еще стоял на холме. Его острые чувства были перегружены. Земля под ногами гудела от далекого, но уже ощутимого удара. Воздух пах раскаленным камнем. В небе, вытесняя настоящее солнце, разгорался огненный шар, которого он не мог понять. В момент столкновения высвободилась энергия, которую невозможно было вообразить. Удар был такой силы, что земля вздрогнула, как живое существо. На месте падения мгновенно поднялся гигантский столб огня, дыма и раскаленного камня, устремившийся вверх на десятки километров. Ударная волна разнеслась во все стороны со скоростью, превышающей скорость звука. Деревья гнулись и ломались, как сухая трава. Животные, еще секунду назад спокойно пасшиеся, были мгновенно сметены невидимой силой. Начинался самый страшный день в истории жизни на Земле. Над местом падения поднимался гигантский грибовидный столб огня, дыма и раскаленного камня. Он стремительно рос вверх, достигая высоты в несколько десятков километров. Из его верхней части начало распространяться огромное облако пыли и пепла, которое постепенно закрывало солнце. Мир начал погружаться в сумрак. От удара по всей планете начались мощные землетрясения. Земля ходила ходуном, трескалась и разрывалась. Горы обрушивались, реки меняли русло. В океанах поднимались гигантские волны цунами, которые обрушивались на побережье, сметая все на своем пути. Жизнь, еще недавно спокойная, превратилась в хаос. По всей планете вспыхнули огромные пожары. Раскаленные обломки, выброшенные ударом, падали обратно на землю, поджигая леса. Огонь быстро распространялся, пожирая джунгли и степи. Дым от этих пожаров поднимался вверх и смешивался с пылью от удара, еще сильнее затемняя небо. В океане мозазавр почувствовал, как вода внезапно пришла в движение. Мощные подводные толчки и начинающиеся цунами нарушали привычный порядок его мира. Он инстинктивно нырнул глубже, пытаясь укрыться от неведомой угрозы, которая пришла не из воды, а с неба. Стада травоядных динозавров в панике бросились бежать. Тысячи тонн живой плоти неслись через равнины, топча все на своем пути. Хищники больше не охотились, они тоже спасались. Инстинкт самосохранения на время победил все привычные законы природы. Небо продолжало темнеть. Солнце стало тусклым и красным, едва пробиваясь сквозь плотную завесу пыли и дыма. Температура начала стремительно падать. Мир, который еще несколько часов назад был теплым и влажным, превращался в холодное и враждебное место. Тираннозавр, еще недавно бывший абсолютным владыкой, теперь стоял среди разрушенного леса. Его ноздри были полны запаха дыма и гари. Он издавал низкие, беспокойные звуки, но даже его рев уже не имел прежней силы. Мир, которым он правил, исчезал на глазах. Раскаленные камни и обломки продолжали падать с неба, поджигая новые участки леса. Огонь окружал животных со всех сторон. Многие динозавры, спасаясь от огня, бросались в реки и озера, но и там их ждала смерть от ядовитых газов и пепла, падавшего в воду. Постепенно на планету опускалась тьма. Пыль и пепел, поднятые ударом, начали закрывать солнце по всей Земле. Начался самый длинный и холодный период в истории планеты за последние миллионы лет. Животные, пережившие первые минуты катастрофы, теперь сталкивались с новым, еще более страшным врагом – холодом и голодом. В следующие дни и недели мир продолжал меняться. Небо стало почти черным, дождь шел вперемешку с пеплом, растения начали гибнуть от недостатка света. Цепочка жизни, выстроенная миллионами лет эволюции, начала рушиться звено за звеном. Эпоха динозавров подходила к концу. Следующие недели солнце почти полностью исчезло за плотной пеленой пыли и пепла. Наступила долгая и холодная ночь, которая длилась месяцами. Температура на планете резко упала. То, что еще недавно было теплым и влажным раем, превратилось в холодную пустыню. Растения, лишенные солнечного света, начали массово гибнуть. Без растений исчезла и основная пища травоядных динозавров. Стада, еще недавно многочисленные и сильные, начали быстро слабеть. Голод распространялся быстрее, чем огонь. Даже самые крупные и мощные виды не могли найти достаточно еды, чтобы выжить. Их тела, когда-то бывшие символом силы,
теперь становились слабыми и истощенными. Хищники, которые раньше охотились на здоровых животных, теперь были вынуждены питаться падалью, но и ее становилось все меньше. Многие тираннозавры и другие крупные хищники умирали от голода. Цепочка, связывавшая хищников и их жертвы миллионы лет, была разрушена. Выживание теперь зависело не от силы, а от способности приспосабливаться к новым условиям. Мелкие млекопитающие, которые раньше прятались в норах и питались насекомыми или падалью, оказались в более выгодном положении. Они требовали меньше пищи, могли прятаться под землей и лучше переносили холод. Постепенно они начали занимать ниши, которые раньше принадлежали динозаврам. Их время еще не наступило, но оно приближалось. В океанах ситуация была не лучше. Пепел, падавший в воду, отравлял планктон, основу морской пищевой цепи. Многие морские виды начали вымирать. Мозазавры, еще недавно бывшие грозными хищниками, теперь сталкивались с исчезновением своей привычной добычи. Океан, как и суша, становился все более пустым и мертвым. Те динозавры, которые выжили в первые дни после удара, теперь умирали медленно и мучительно. Холод, голод и отравленная вода делали свое дело. Даже самые выносливые виды не могли противостоять глобальным изменениям. Эпоха, длившаяся более 160 миллионов лет, подходила к своему трагическому концу. В пещерах и норах мелкие существа прятались от холода и падающего пепла. Они питались тем, что могли найти – насекомыми, корнями, падалью. Их организмы были лучше приспособлены к новым условиям. Именно они, а не гигантские ящеры, имели шанс пережить эту катастрофу. Природа делала свой выбор. Постепенно на поверхности планеты воцарилась тишина. Леса, еще недавно полные жизни и звуков, теперь стояли мертвые и черные. Ветер свободно гулял по опустевшим равнинам. Лишь изредка можно было услышать слабый крик выжившего животного. Мира, каким его знали динозавры, больше не существовало. Но даже в этом мертвом и холодном мире жизнь не исчезла полностью. В самых укромных местах, под землей и в воде, продолжали существовать те, кто смог приспособиться. Они ждали. Ждали, когда пыль осядет, когда солнце снова прогреет землю и когда у них появится шанс занять опустевший мир. Эволюция не остановилась, она лишь сделала паузу. Месяцы превращались в годы. Пыль постепенно оседала, но климат планеты изменился навсегда. Там, где раньше были влажные джунгли, теперь появлялись холодные степи и пустыни. Новые виды растений и животных начали завоевывать территорию. На обломках старого мира зарождалась новая жизнь. Эпоха динозавров закончилась, но история Земли продолжалась. Прошли годы. Пыль и пепел постепенно осели, и солнце снова начало пробиваться сквозь облака. Температура на планете медленно начала повышаться. На опустевших землях стали появляться первые ростки новых растений. Жизнь, казалось, была уничтожена, но она оказалась сильнее смерти. Она начала возвращаться, хотя и в совершенно новом виде. Мелкие млекопитающие, пережившие катастрофу, вышли из своих убежищ. Они больше не прятались в тени гигантских ящеров. Теперь у них было пространство, пища и возможность развиваться. За относительно короткое время они начали увеличиваться в размерах и разнообразии. Наступала их эпоха. Эпоха млекопитающих. Некоторые виды динозавров еще держались, но их время уже прошло. Без привычной растительности и добычи они медленно вымирали. Их огромные тела, когда-то бывшие символом силы и власти, теперь лежали среди пепла. Природа не прощала слабости. Она выбирала тех, кто мог приспособиться к новым условиям. В океанах тоже происходили изменения. Многие морские виды исчезли, но другие, более мелкие и приспособленные, начали заполнять освободившиеся ниши. Жизнь в воде тоже перестраивалась. Постепенно восстанавливалась пищевая цепь, хотя и в сильно измененном виде. Океан учился жить заново. На суше появились новые виды растений, более устойчивые к холоду и недостатку света. Они покрывали землю зеленым ковром, давая пищу новым травоядным. А вслед за ними приходили и новые хищники. Природа заполняла пустоту, которую оставили после себя динозавры. Мир
менялся стремительно. Миллионы лет эволюции не прошли даром. Те, кто выжил, передали свои гены потомкам, которые были лучше приспособлены к новой реальности. Постепенно на планете начали появляться более крупные и сложные формы жизни. Среди них были и предки тех существ, которые много позже станут править Землей. Катастрофа, которая уничтожила динозавров, одновременно дала шанс другим. Она очистила планету от старых форм жизни и открыла путь новым. В этом была жестокая, но необходимая логика природы. Иногда для того, чтобы что-то новое могло родиться, старое должно было исчезнуть. Так было всегда. Прошли миллионы лет. На месте древних джунглей и равнин выросли новые леса и степи. Жизнь продолжала развиваться, становясь все сложнее и разнообразнее. Среди множества новых видов появились и те, кто со временем научился ходить на двух ногах, использовать орудия и думать. Но даже они никогда не забудут, что их существование стало возможным только благодаря одной из самых страшных катастроф в истории Земли. Из пепла и тьмы, которые остались после падения астероида, родилась новая жизнь. И эта жизнь продолжается до сих пор. Сегодня, глядя на мир вокруг, мы видим результат той древней трагедии. Мы — часть истории, которая началась задолго до появления человека. И, возможно, именно поэтому мы должны помнить, даже после самой страшной катастрофы жизнь находит способ продолжаться. Она всегда находит путь вперед. Спасибо, что смотрели этот фильм до конца. Если он вам понравился, поставьте лайк и напишите в комментариях, что вас больше всего поразило. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч на канале «Кабинет Историка».